Всем привет! Вы на канале Шифр Земли. В сегодняшнем видео речь пойдет о дыре. Не в озоновом слое, не в космосе, не в магнитном поле Земли. Она существует, она растет. Она уже уничтожила несколько спутников и находится она прямо над Южной Атлантикой. Чтобы понять, откуда она взялась, нам придется спуститься на 3000 километров под поверхностью нашей планеты и разобраться, что там происходит уже несколько миллиардов лет. Всем приятного просмотра, мы начинаем. 26 марта 2016 года. Японский рентгеновский телескоп Хитоми находится на орбите 37 дней. Стоимость аппарата – $286 миллионов. 3 года запланированных наблюдений впереди, плюс возможные 10 лет продления миссии. В этот день спутник завершает маневр наведения на квазар Маркариан-205. Система ориентации переключается на звездный датчик, чтобы зафиксировать положение аппарата в пространстве. И в этот момент Хитоми входит в зону над Южной Атлантикой. Поток заряженных частиц в этом районе орбиты в 10-100 раз выше, чем на остальной траектории. Радиация ударила по звездному датчику. Прибор ослеп. Перешел из режима слежения в режим поиска и перестал передавать данные о положении спутника. Инерциальный блок остался один. Без второй точки отсчета он выдал ошибку. Доложил, что аппарат вращается со скоростью 21,7 градусов в час вокруг продольной оси. На самом деле Хитоми был стабилен. Но компьютер поверил датчику, а не реальности. Система ориентации включила маховики, чтобы остановить несуществующее вращение. Маховики раскрутили спутник в обратную сторону. Накопленный момент превысил проектный предел. Магнитные разгрузочные устройства не справились. Компьютер перевел аппарат в аварийный режим и включил гидрозиновые двигатели. Но параметры тяги были загружены с ошибкой после предыдущего обновления программного обеспечения. Двигатели дали слишком сильный импульс. Спутник начал вращаться с нарастающей скоростью. Один оборот каждые 5,2 секунды. Солнечные панели и части телескопа не выдержали центробежной нагрузки и оторвались. 28 марта наземная станция приняла последний сигнал. 28 апреля японское агентство аэрокосмических исследований официально прекратило попытки спасения. $286 миллионов превратились в облако обломков на низкой орбите. Цепочка сбоев началась с одного ослепленного датчика. Датчик ослеп, потому что спутник пролетал над участком Земли, где магнитное поле в разы слабее, чем где-либо еще на планете. Ученые называют этот участок Южно-Атлантической аномалией. Чтобы понять, что здесь происходит, нужно спуститься на 3000 километров ниже поверхности Земли. Там, под мантией, находится внешнее ядро. Жидкий слой из расплавленного железа и никеля толщиной около 2200 километров. Внутри него вращается твердое внутреннее ядро. Жидкое железо движется, конвектирует, закручивается. Эти потоки генерируют электрические токи, а токи создают магнитное поле. Механизм называется геодинамо. Он работает больше 3,5 миллиардов лет. Поле выходит из ядра, проходит через мантию, через кору, выходит в космос и формирует магнитосферу. Магнитосфера отклоняет солнечный ветер, потоки заряженных частиц, которые Солнце выбрасывает со скоростью до 800 км в секунду. Без этого щита частицы срывали бы атмосферу слой за слоем. Именно так, по одной из гипотез, Марс потерял свою атмосферу после того, как его ядро остыло и геодинамо прекратила работу. Часть заряженных частиц магнитосфера не отклоняет, а ловит. Они застревают в двух зонах, известных как радиационные пояса Ван Аллена. Внутренний пояс начинается на высоте около 600 километров от поверхности. Внешний простирается до 60 тысяч. Между ними и внутри них летают протоны и электроны, захваченные магнитным полем, с энергиями, достаточными для повреждения электроники и живых клеток. Над большей частью планеты радиационные пояса держатся на безопасном расстоянии, но над Южной Атлантикой, в зоне между Бразилией и юго-западным побережьем Африки, поле провисает. Его напряженность здесь падает до 22 тысяч нанотесла, при среднем значении по планете около 60 тысяч. Внутренний радиационный пояс просаживается ниже. На высоте 200 километров над этим районом спутники влетают в поток частиц, которого на этой высоте быть не должно. Масштаб аномалии значительный. Она покрывает территорию от восточного побережья Южной Америки до юго-запада Африки. За последние 200 лет магнитное поле Земли в целом ослабло примерно на 9%, и основная доля этого падения приходится именно на район аномалии.
С 1970 года минимальная напряженность поля в этой зоне упала с 24 тысяч до 22 тысяч нанотесла. Одновременно аномалия расширяется и ползет на запад со скоростью около 20 км в год. В 2020 году произошло кое-что новое. Данные спутниковой группировки SWORM, запущенной Европейским космическим агентством в 2013 году, показали, что аномалия начала делиться на две ячейки. Одна по-прежнему находится над центральной частью Южной Америки. Вторая формируется восточнее, у побережья Юго-Западной Африки. Геофизик Юрген Мацка из немецкого исследовательского центра геонаук заявил, новый восточный минимум появился за последние десятилетия и развивается быстрыми темпами. В октябре 2025 года профессор Крис Финли из Датского технического университета опубликовал результаты 11-летних наблюдений SWORM. Аномалия расширилась на площадь, сопоставимую с половиной континентальной Европы, а скорость ослабления поля увеличилась после 2020 года. Финлей отметил, в районе Африки поле слабеет интенсивнее, чем вблизи Южной Америки, и там происходит нечто особенное. Для людей на поверхности аномалия пока незаметна. Атмосфера поглощает избыточную радиацию. Но для всего, что летает выше 200 километров, эта зона опасна. Телескоп Хаббл отключает свои чувствительные сенсоры при каждом пролете над аномалией. Международная космическая станция проходит через нее по несколько раз в сутки. Астронавты на МКС и более ранних станциях сообщали о вспышках света, которые они видят с закрытыми глазами, когда находятся в затемненном помещении. Феномен называется фосфены. Впервые его описал Базз Олдрин во время миссии Аполлон-11 в 1969 году. Астронавты видят полоски, точки и облака света, возникающие без внешнего источника. Причина — заряженные частицы, которые проходят через стенку станции, через череп и попадают в сетчатку глаза. Там они вызывают ионизацию или эффект Черенкова, при котором частица движется через стекловидное тело глаза быстрее, чем свет распространяется в этой среде и излучает слабое свечение. В обычных участках орбиты астронавты фиксируют 1-2 вспышки за 10 минут. Над Южной Атлантикой частота может вырасти до нескольких вспышек в минуту. Спутники, телескопы, космическая станция, глаза астронавтов — все реагирует на одну и ту же зону. Дыра в щите существует, расширяется и делится на части. Но почему именно здесь? Ответ лежит на глубине 2900 километров, на границе между мантией и ядром, где прячется структура размером с континент. Под Африкой, на глубине около 2900 километров, на самой границе между мантией и внешним ядром, лежит структура, которую геофизики называют африканской провинцией с аномально низкой скоростью поперечных сейсмических волн. Английская аббревиатура LLS-VP. Размеры сопоставимы с континентом. Высота над границей ядра и мантии достигает 900 километров. Ширина измеряется тысячами километров. Обнаружили ее с помощью сейсмической томографии. Метод работает так. Когда где-то на планете происходит землетрясение, от очага расходятся сейсмические волны. Они проходят через всю толщу Земли и регистрируются станциями на противоположной стороне планеты. Скорость волн зависит от плотности, температуры и состава вещества, через которое они идут. И если на пути встречается область с другими свойствами, волны замедляются или ускоряются. Собирая данные с тысяч землетрясений и тысяч станций, ученые строят трехмерную карту внутренностей планеты. Примерно так же работает медицинская томография, только вместо рентгеновских лучей используются сейсмические волны, а вместо человеческого тела — шар диаметром 12 700 километров. На этих картах под Африкой четко видна зона, где поперечные волны замедляются. Замедление означает, что вещество там горячее и, вероятно, отличается по составу от окружающей мантии. Границы провинции резкие, что трудно объяснить одной лишь температурой. Скорее всего, вещество внутри нее имеет другую химическую природу. По одной из гипотез, это первичный материал, оставшийся со времен формирования Земли. По другой, это остатки древних океанических плит, которые миллиарды лет назад погрузились в мантию и скопились на ее дне. Плотность нижних 2/3 провинции примерно на 0,5% выше, чем у окружающей мантии. Вторая такая же провинция находится под Тихим океаном. Две гигантские капли на противоположных сторонах планеты. Но африканская отличается.
По данным последних исследований, она расположена ближе к поверхности и менее стабильна, чем Тихоокеанская. Некоторые ученые связывают с ней крупные землетрясения и вулканическую активность, которые Африка переживала на протяжении сотен миллионов лет. Какое отношение раскаленная капля на границе ядра имеет к дыре в магнитном поле над Атлантикой? Прямое. Магнитное поле генерируется потоками жидкого железа во внешнем ядре. Эти потоки зависят от того, как тепло отводится из ядра через мантию. И если над каким-то участком ядра лежит горячая плотная масса, которая плохо проводит тепло наружу, конвекция жидкого железа под ней меняется. Потоки закручиваются иначе. Магнитное поле, которое они создают, теряет стабильность. Профессор Крис Финли из Датского технического университета объяснил механизм так. В нормальных условиях силовые линии магнитного поля в южном полушарии выходят из ядра наружу. Но под южноатлантической аномалией наблюдаются участки, где линии идут в обратном направлении, не из ядра наружу, а снаружи обратно в ядро. Эти участки обратного потока ослабляют общее поле в регионе. По данным спутников SWORM, один из таких участков обратного потока смещается на запад над Африкой, и именно он вносит главный вклад в расширение аномалии. Связь между африканской LLSVP и обратными потоками магнитного поля подтверждается палеомагнитными данными. Группа исследователей под руководством Джона Тардуна из Рочестерского университета изучила археомагнитные образцы из Южной Африки, датированные периодом с 1000 по 1600 год нашей эры. Они обнаружили, что напряженность магнитного поля в этом регионе падала и раньше, причем со скоростью, превышающей современные темпы ослабления. Тардуно предположил, что необычный состав и структура границы ядра и мантии под Южной Африкой, обусловленные присутствием LLSVP, делают этот регион постоянным местом вытеснения магнитного потока. И, возможно, такие эпизоды ослабления поля повторяются здесь на протяжении миллионов лет. Возникает вопрос, который задают чаще всего. Не начинается ли инверсия? Не меняются ли полюса прямо сейчас? Инверсии происходили многократно в истории Земли. Доказательства хранятся в застывшей лаве. Когда расплавленная порода остывает, крошечные магнитные минералы внутри нее выстраиваются вдоль силовых линий поля, как стрелки компасов, и застывают навсегда. По этим микроскопическим стрелкам ученые восстанавливают направление и силу магнитного поля в момент извержения. Метод называется палеомагнетизм. Его основу заложил французский геофизик Бернар Брюн в 1906 году, когда обнаружил древние лавовые породы, намагниченные в направлении, противоположном современному полю. Последняя полная инверсия называется переворот Брюна-Матуямы. Она произошла примерно 781 тысячу лет назад. Оценки длительности процесса расходятся. Работа 2004 года оценивала переход в несколько тысяч лет. Исследование 2010 года предполагало, что смена могла произойти в пределах одной человеческой жизни. Публикация 2019 года дала оценку в 22 тысячи лет. Немецкий центр геонаук в Потсдаме построил глобальную модель поля до, во время и после инверсии на основе палеомагнитных данных из донных осадков по всему миру. Модель показала, что дипольный момент поля медленно снижался перед инверсией и быстро восстанавливался после нее. Так является ли южноатлантическая аномалия началом нового переворота? Здесь нужно быть честными. Однозначного ответа нет. Часть геофизиков считает, что ослабление поля и появление зон обратного потока могут быть предвестниками инверсии. Логика такая. Перед каждым переворотом поле теряло дипольную структуру и слабело, а зоны обратного потока множились. Сейчас мы видим похожую картину, но есть серьезные аргументы против. Геофизик и математик НАСА Вей Цзякуан в 2020 году указал, что наблюдаемую аномалию можно объяснить ослаблением доминирования дипольной составляющей поля в этом конкретном регионе, без привлечения гипотезы о глобальной инверсии. Аномалия может быть локальной флуктуацией, которая со временем исчезнет, как это уже случалось в прошлом. Кроме того, НАСА отмечает, палеомагнитные данные показывают, что поле сейчас примерно вдвое сильнее своего среднего значения за последние миллион лет и находится на одном из самых высоких уровней за последние 100 тысяч лет. Так что глобальное ослабление на 9% за 200 лет может быть лишь возвратом к среднему, а не скатыванием к нулю. Для жизни на поверхности аномалия пока безопасна.
Пассажиры авиарейсов над Южной Атлантикой получают чуть более высокую дозу космической радиации, чем над другими регионами, но разница укладывается в допустимые нормы и не представляет угрозы для здоровья при обычной частоте перелетов. Атмосфера остается надежным фильтром. Реальную цену платит техника на орбите. Спутниковая группировка Global Star обеспечивала телефонную связь и передачу данных в удаленных районах планеты. В 2007 году несколько аппаратов этой сети вышли из строя. Основной версией причины стали повреждения электроники при регулярных пролетах через Южно-Атлантическую аномалию. Каждый спутник на низкой орбите проходит через эту зону по несколько раз в сутки. За годы работы накапливается радиационная доза, на которую бортовые компоненты рассчитаны не были. Станция Skylab, первая американская орбитальная станция, работавшая в 1973-74 годах, фиксировала ложные срабатывания датчика солнечных вспышек при каждом проходе над аномалией. Детектор принимал поток протонов из радиационного пояса за вспышку на Солнце и выдавал тревогу. Эксперимент Памела на борту российского спутника «Ресурс ДК-1», пролетая через аномалию, обнаружил содержание антипротонов на порядке выше ожидаемого. Радиационный пояс Ван Аллена, просевший над Южной Атлантикой, удерживает античастицы, рожденные при столкновении космических лучей с верхними слоями атмосферы. Открытие стало побочным результатом работы в зоне, которую большинство спутниковых операторов предпочитает обходить. Телескоп Хаббл прекращает наблюдение своими чувствительными ультрафиолетовыми детекторами при каждом пролете через аномалию. Процедура запрограммирована в бортовом компьютере. Детекторы отключаются заранее и включаются только после выхода из зоны. Потери наблюдательного времени значительные, но альтернатива хуже. Заряженные частицы оставляют следы на матрицах камер, создают ложные сигналы и со временем разрушают пиксели. Международная космическая станция оснащена дополнительным радиационным экранированием для защиты экипажа. Станция летает на высоте около 400 километров с наклонением орбиты 51,6 градуса, что обеспечивает регулярное прохождение через аномалию. Вся орбитальная инфраструктура человечества вынуждена учитывать наличие этой зоны. Система навигации GPS, телекоммуникационные спутники, метеорологические аппараты. Аномалия влияет на планирование маневров, на выбор орбит, на проектирование радиационной защиты. Инженеры закладывают дополнительные запасы прочности для электроники, которая будет работать над Южной Атлантикой. И эти запасы с каждым десятилетием приходится увеличивать, потому что аномалия растет. По данным 11-летних наблюдений спутников SWORM, опубликованным в 2025 году, аномалия расширилась на площадь, сопоставимую с половиной континентальной Европы, то есть приблизительно на 2 миллиона квадратных миль. Скорость ослабления поля внутри аномалии увеличилась после 2020 года. При этом поле ведет себя неоднородно. У африканского края оно слабеет быстрее, чем у южноамериканского. Финли подчеркнул, аномалия представляет собой не единый монолитный блок, а сложную структуру с разными темпами изменений в разных частях. Одновременно данные SWORM зафиксировали и противоположный процесс в другом регионе. Над Сибирью магнитное поле усилилось на площади, сопоставимой с Гренландией, а сильная зона над Канадой, наоборот, сократилась на площадь размером с Индию. Поле перераспределяется, где-то слабеет, где-то усиливается. Глобальная картина сложнее, чем простое угасание щита. Что случится, если поле все же продолжит слабеть? При падении напряженности до 10-15% от нынешнего уровня, что характерно для периодов инверсии в геологическом прошлом, последствия затронут прежде всего технологическую инфраструктуру. Радиационные пояса перестроятся. Потоки заряженных частиц, которые сейчас надежно отклоняются магнитосферой, начнут проникать глубже. Спутники будут получать повышенные дозы по всей орбите, а не только над Южной Атлантикой. Энергетические сети окажутся уязвимы перед геомагнитными бурями, которые индуцируют токи в длинных проводниках, линиях электропередач, трубопроводах, подводных кабелях. В 1989 году геомагнитная буря обесточила провинцию Квебек на 9 часов, и тогда поле было значительно сильнее. При ослабленном поле подобные события станут чаще и жестче. Животные, использующие магнитное поле для навигации, тоже пострадают. Морские черепахи, перелетные птицы, киты, лососи, пчелы, десятки видов ориентируются по магнитным линиям.
При потере дипольной структуры поля, когда вместо двух полюсов возникнет множество локальных магнитных центров, навигационные системы этих животных окажутся в хаосе. Но важно подчеркнуть, инверсии происходили сотни раз за историю Земли, и ни одна из них не совпала с массовым вымиранием. Жизнь переживала каждый переворот. Атмосфера даже при ослабленном поле продолжает блокировать основную часть радиации. Магнитное поле никогда не исчезает полностью во время инверсии. Оно теряет упорядоченную дипольную структуру и становится хаотичным, многополюсным, но не обнуляется. 22 ноября 2013 года с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Рокот». На борту находились 3 одинаковых спутника миссии СВОРМ Европейского космического агентства. 2 из них, Альфа и Чарли, вышли на орбиту высотой 460 километров и летают бок о бок с расстоянием около 150 километров друг от друга. 3, Браво, работает на высоте 510 километров. Вместе они измеряют магнитное поле Земли с точностью и детализацией, недоступной ни одному предыдущему инструменту. За 11 лет работы СВОРМ создал самую длинную непрерывную серию спутниковых измерений магнитного поля в истории. Каждый месяц данные обновляются, каждый год модель уточняется. Ученые видят, как аномалия ползет, как она раздваивается, как меняется скорость ослабления в разных ее частях. Впервые в истории у геофизиков есть инструмент, который позволяет наблюдать за процессом в реальном времени, а не восстанавливать его по застывшей лаве и донным осадкам. Раньше о состоянии магнитного поля судили по стрелке компаса и редким экспедиционным замерам. Карл Фридрих Гаусс в 1835 году провел первое систематическое картирование магнитного поля Земли. С тех пор прошло 190 лет. За этот период поле ослабло на 9%. Аномалия над Южной Атлантикой расширилась, раздвоилась и продолжает расти. Под Африкой, на границе ядра и мантии, лежит горячая масса размером с континент, которая искажает потоки жидкого железа и ломает геометрию магнитного поля. Меняются ли полюса прямо сейчас? Возможно. А возможно, поле просто колеблется, как делало это сотни раз за последние несколько миллионов лет, теряя силу на столетия и снова набирая ее. У нас слишком короткий ряд наблюдений, чтобы отличить начало инверсии от обычной флуктуации. 200 лет инструментальных данных против 4,5 миллиардов лет жизни планеты. Одно известно точно. Под ногами на глубине 3000 километров вращается жидкое железо. Оно генерирует поле, которое защищает все живое от космической радиации. Это поле работает больше 3,5 миллиардов лет, но оно ни разу за эти миллиарды лет не оставалось неизменным. Оно блуждало, слабело, усиливалось, переворачивалось, распадалось на клочья и собиралось заново. Каждый раз процесс занимал тысячи лет, каждый раз планета его переживала. Сейчас 3 спутника на высоте 500 километров следят за тем, как в южном полушарии поле теряет хватку. Датчики фиксируют каждый нанотесла, карты обновляются каждый месяц. Если инверсия действительно началась, мы станем первым поколением, которое увидит ее начало не в камне, а в прямом эфире. И первым поколением, которому придется к ней готовиться, не через 1000 лет, а на протяжении жизни наших спутников, наших энергосетей и наших внуков. Дорогие друзья, на сегодня все. Напишите в комментариях, что вы думаете насчет данной тематики, в которую мы обсудили в сегодняшнем видео. Поделитесь вашим мнением в комментарии. Также не забудьте подписаться и поставить лайки. Всем до новых встреч. Всем пока.